Доброго времени суток. Просматривая партии Следравса, и вот где-то мои фантазии, где-то что-то было в партиях, получились, на мой взгляд, 3 интересные идеи, и они так по возрастающей. Я считаю, что по возрастающей, может кому-то наоборот понравится первая, не понравится вторая или так далее. Но давайте меньше я буду говорить и больше показывать. Здесь ход белых, и они вторглись. Ну, понятно, не хотели вот эту позицию, либо интересней. Я думаю, что знаете, что может и поинтереснее хотели поиграть, потому что многие моменты идут достаточно такие интересные, что не проводят в один ход, элементарные идеи. Но я понимаю, поигрывая в интернет, все это понимаю. Почему понимаю? Потому что хочется поиграть все-таки, не хочется вот именно какие-то простые идеи и заканчивать быстро партию. Ну, может, у кого-то там другое мнение, но я думаю, что, кстати, у многих другое мнение, но ладно. Так, вот не хотели эту позицию играть, допустим, куда-то на cb2, можно еще раз напасть. И вот эта вот группировка, естественно, очень плохая. То есть, это для тех, кто смотрит, для тех, кто, ну, может, даже практически играет. Вот здесь, вот, как вы догадались, белый ждал маленький сюрприз, но он логичный достаточно. Люблю я такие позиции, конечно, с вторжением на 6-ю горизонталь. Вот стоклетки я много, кстати, показывал, с очень даже глубокими, если вы помните, вторжениями. Очень красивые партии. И как здесь, вот, допустим, играть? ЕФ. Понятно, что так вот сразу шашку не выиграешь. Вот такие ходы. ЖФ. И вот сохраняя возможность выиграть шашку. Ну, что они потом, естественно, и сделали. ЕД2. Так, и вот такой вот ход. Здесь понятно, что нельзя БЦ7. Из-за вот этого хода. Дальше. На G, естественно, вот такой вот ход. И далее вот пошли АБ4. Они отдали, ничего лучшего не нашли. Но вот есть оригинальная идея, даже может показываю вот это видео. Она, конечно, полностью не получается, к сожалению, полностью не получается. Жаль, сейчас я покажу, что полностью не получается. ЖФ. Ну, естественно, куда-то вот сюда ходить опять. Вот это ФЕ3 будут нападать. То есть ничего здесь не сделаешь с этим. То есть надо уже куда-то сюда отдавать. А вот здесь HG5. И вот здесь мне казалось все-таки, что проходила выигрышная комбинация, но не хватает хода. Как-то интерпретация вот комбинации, она есть. Понятно, что дырки здесь. Но позиция, я думаю, даже получше у черных здесь. Видите, не хватает. Если бы чуть-чуть позже, а на один ход, то вообще бы били все дамкой. Еще давайте, может. Здесь как не бей, вот cb2 именно надо на g3. Потому что, естественно, если вот сюда бить, то вот здесь вот как раз тут красивая комбинация вот эта вот получается. Видите, то есть... А так, к сожалению, ничего не получается, но позиция получена, но все-таки, я думаю, должна быть ничейная. Мы здесь уже не будем драться, может даже надо отдать, как ходить. А вот было АБ4, но здесь уже сильно ничего интересного нету. Естественно, блокируют они АБ2, АЖ7. Здесь... Конечно, всегда есть вот такой ход, но он сейчас вот проигрывает. Как раз он очень плохой. Проигрывает. Почему? Потому что нападений. Видите, нападений достаточно много. Вот так вот и потом нападают. Но GF4, в принципе, тут я смотрел, но ничего тут я, кстати, не обнаружил. Супер, чтобы что-то за черных было. Позиция тут должна быть лучше.
Потому что здесь на этом фланге 5 шашек, на этом 2 шашки, но как-то вот ничего не получается. Не вижу, может кто-то что-то увидит, но непонятно. Единственное, что здесь я вам хотел вот показать момент какой. Но здесь было F5 партии и BC3 и так далее. Ничью сделали они. Конечно, ход интересно был CD4, но вот, к сожалению, все разбивается о действительность. То есть FE5 и вот это вот ничья. Ну, вот такая вот, я думаю, что интересно, вот это, особенно в начале идеи именно с ED6. Видите, так вот спаслись, именно белые спаслись, оригинальная достаточно идея. И вот, конечно, надо было в G7 пробовать, наверное. И вот этот вот ход, но может даже быстро играли, но контроль, понятно, что очень жесткий там. Посчитать что-то невозможно, может даже испугались вот этой вот комбинации. Может видели, может не видели, ну не знаю. Ну комбинация тем не менее есть, ее надо искать в этих позициях, когда вот дырки есть. Так, а вот здесь вот интересная очень позиция, конечно. Ну, наверное, здесь ход то белых, но, наверное, может даже BC5. Какое-то мелкое. Может B5. Я бы, кстати, все-таки BC5 не ходил, не разменился. Наверное, B5 пошел. Здесь на B5 есть один момент, конечно. Ну это... Да, если бы шашка вот здесь вот, смотрите. Допустим, здесь то DC3. Если бы шашка вот здесь вот была, на B2, представьте шашку на B2, то... ход BC3 и вот комбинация была бы CB6. Побили и отдали на C5. Ну, если бы шашка здесь на B2, видите, была. А так, ну, BC3, конечно, позиция, если уходить, ясно, что у белых лучше. Ну, вот, может, GH4 как-то, надо считать, конечно, эту позицию. Но не это я чуть хотел показать, совсем точнее сказать, не это. Пошли, конечно, ужасно белые. Я, честно говоря, думал, что вот какие-то есть идеи. Здесь, давайте я паузу маленькую сделаю. Естественно, какой ход? Вот этот ход. И нельзя сюда и сюда. Какие-то у меня мысли были, конечно, что вот здесь вот что-то. Но, видите... Если бы 100 клетки, то 2 шашки. А вот русские, ну непонятно, что тут делать. Какие-то есть идеи, сейчас вам покажу. Допустим, CD6. BC7, видите, все равно не хватает ходов. То есть, если бы где-то здесь что-то было, вот какая-то на D4 шашка, вот опять на C3, то есть... Какие-то вот эти ходы, но опять, допустим, сюда где-то есть D7, понимаете, где-то здесь надо было, если бы, вот, допустим, была шашка на C3 и шашка вот эта на E7, то ход вот этот CD4, и потом никуда нельзя, потому что комбинации приложу. Это есть такая в игре Бодянского жертва двух, но... Я показывать здесь не буду, я уже как-то это показывал, и в 100 клетках даже такой вот прием есть. Но давайте, вот покажу я вам интересную идею, почему я смотрел эту партию не за этих идей, что я показывал перед этим, а вот именно за идеей. Может здесь, конечно, выигрыши и несколько есть у белых, я думаю, что тут не один выигрыш, если честно, есть. Наиболее, может, даже логично GF2 как-то. GF2, допустим. Вот DE7 и куда-нибудь, может, даже ED2. Но, смотрите, мне сразу показалось, что есть интересная жертва здесь на этот ход. Ну, жертва, естественно, будет через пару ходов. И я думаю, вы уже, наверное, поняли даже, какая. DE7 надо, DE7, чтобы поставить.
Но покуда идет, то есть шашка c5 блокирует. И вот понятно, что надо на a7 пойти, чтобы забрать вот эту шашку. И вот здесь я, честно говоря, сразу тоже не видел. Я понимаю, что идея какая-то есть, но все не видел. И понимаю, что что-то связано с жертвой. cd2. Естественно, так уже fg. Ну и просто закончилось все. Здесь ничего нету. ед4, вот здесь вот самое интересное. hg3. И вот здесь ходов-то нету у черных. То есть черные с лишней шашки, но ходов нету. Допустим, dc5, я провожу вот этот удар. Еще раз помедленней. dc5 удар провожу. А вот здесь вот также f. Сюда, сюда и вот. Темпа нету. Следующим ходом я отдаю. Но вот такая вот оригинальная идея была. А было в партии просто hg3. И вот еще один момент я вам сейчас покажу. Конечно, можно было здесь gf4. Но ничего нету. То есть ничейная позиция получилась. Можно было, конечно, как-то обострить, но здесь тоже ничего нету. Естественно, не стоит отдавать ни в коем случае. Потому что вот эта группировка не работает. И здесь только проблема у черных. То есть не работает и непонятно, что с ней делать. С этой группировкой. Понятно, что ef4 тоже вторжение. Но здесь ничейная, к сожалению, позиция. Я что-то здесь смотрел, что-то хотел показать. Может оригинальное. Но вот оригинального ничего нету. То есть на d6, на f6 нападают. Вообще ничего нету. Но, собственно говоря, так. Вот эта вот идея из жертвой шашки. Она стандартная, но достаточно, мне кажется, симпатичная. Дальше. Вот симпатичная тут. Так. Ну вот этому партию смотрели, я извиняюсь. Так, вот еще одна партия. Очень интересная. Я считаю, интересная тоже жертва тут. В одном из вариантов. Пошли b5. Но здесь в партии было bc7. И так далее. dc3, то есть нельзя тут ходить никуда. Этих ходов нельзя делать. gf6 как-то, но ед4. Тут просто начали отдавать шашки. Итак, ничего нету. Но вот это неинтересно. Как раз то получается, если b5, bc5, непонятно вообще, что делать тут. Позиция тут так. Просто мне кажется, гораздо похуже тут у белых. Может, даже, я не знаю, может, у меня даже мысли уже здесь как-то жертвовать, наверное, есть. И dc3 ходить. Потому что, ну, действительно, шашка держит 2, и группировка вот это не работает. То есть, надо куда-то развивать туда, непонятно, что делать. Но давайте, я тут вошел в лирику. В позиционные приемы. И давайте я вам покажу идею, которая вот мне очень понравилась. dc3. Далее. Ход смотрим gf6. Ну, наиболее логичным. Наиболее. И вот здесь вот ед4. И давайте смотреть вот этот ход dc5. И вот здесь вот как раз оригинальная жертва идет. f4. И вот здесь, мало того, что у меня рожон здесь стоит, и у меня вот эта еще шашка держит вот эту группировку. То есть аб4 приглашаем и просто проходим в дамки. Ну вот, мне кажется, очень оригинальная идея, очень такая симпатичная. Но так, bc5, давайте смотрим.
Тоже ничего нету. Ну вот идея, собственно говоря, чтобы bc5 не было. Далее. Так, может еще у меня сейчас по ходу уже возникла мысль. Покажу. Здесь выигрыш такой простой, но чуть по-другому я думал кое-что показать. Но здесь cb4 лишняя шашка просто. Давайте, идею не буду показывать. То, что обещал, но не буду это показывать. Почему? Сейчас скажу, потому что ну вот на gf6 у меня мысль такая, естественно. Но сейчас вы поймете, почему я не хотел эту показывать идею чуть-чуть. Вот здесь вот как раз то я считаю, что нужно делать сумасшедший ход, совершенно антипозиционный, который, может, даже человек не смотрит, абсолютно не смотрит. Надо было ход сделать ef6. И вот здесь то как раз, преимущество понятно у белых, но вот как раз то может и они отобьются. Но посмотрите, какие у меня идеи. Я, честно говоря, отбила тут сильно не вижу, но посмотрите, какие у меня идеи есть за белых. На g1. То есть, видите, у нас когда-то у меня здесь позиция, я показывал пару дней назад. Но там где-то шашка на c7 была. На c7, если вы помните, на c7. И нельзя было дамку никуда ставить. Ни на e1, потому что ловил. И не на g1, потому что отдавал. И вот такая идея. Но где-то тут, по-моему, даже дамка была. То есть дамку отдавал. Ну вот идея такая, что вот здесь шашка стояла, нельзя было никуда ставить. То есть там комбинационная идея. Очень такая симпатичная была. Здесь нельзя, понятно, что нельзя ставить. Еще раз давайте я вам покажу. И на g1. Ну вот здесь b5. Непонятно, что здесь делать с черным. На c5. И вот здесь на f6. Опять получается у черных единственный ход gf2. Получается почти форсированная позиция. Я почему говорю, что, скорее всего, может где-то все-таки ничью компьютер найдет, но надо смотреть. Я не уверен, но я хочу именно идею показать. Смотрите, симпатичную, очень симпатичную идею. Опять надо возвращаться назад. И вот здесь вот как раз удар такой. И вот такая выиграна позиция. Так, что я вам еще не допоказал. Ну, наверное, вот это да. Так, на ef6, ну, наверное, вот это вот, наверное, и все. То есть ba7 вроде бы надо. Еще хотел, да, момент один забыл я. Тогда dc5 решает, ed4. И здесь просто меняемся, и становится крепкий ко остается. То есть, куда бы ни бить, получается выиграна позиция. На сегодня я с вами прощаюсь. И я считаю, что сегодня интересные позиции. Они, может, даже где-то полезные практически были, но позиция, я думаю, что интересная. До новых встреч!